Всем привет! Немногие знают, но я участвовал в том самом юбилейном видео на канале Кирпича. И именно в том видео я упомянула то, что хочу снять видеоролик на свой канал, посвященный Онафу, или же One Night at Flamtis. Но я подумала, что будет как-то скучно, если я расскажу только о своем отношении о данной франшизе. Именно поэтому я также упомянула, что собираюсь рассказать не только про Онов, но и про свою альтернативную вселенную. Точнее, про вселенные, потому что у меня было целых 4 вариации. И как мог бы развернуться сюжет, если бы я взяла одну из них? Так что присаживайтесь и готовьте погружаться в эту пучину моего сознания. И кринжа, разумеется, ну да, как же без этого? Но для начала я, пожалуй, расскажу вам, как я вообще познакомилась с Онафом. В целом, все было стандартно. Я узнала об игре в 2015 году, благодаря летсплею Брайана Мапса. Но, к сожалению, тогда мое сердечко уже было занято фандомом SCP. Именно поэтому подсесть на Онаф у меня вышло только в 2017. Ну и после в 2020. Как я говорила в том ролике, именно в 2020 году у меня и получилось создать свое первое АУ. Но перед тем, как я начну пояснять за эту альтернативную вселенную, я расскажу вам один интересный, точнее не особо интересный факт. А то вдруг все-таки найдутся люди, которые спросят меня: Влад, а какой твой любимый персонаж из банды Фламти? А я скажу, что мне когда-то давно нравился Блэм, но и в данный момент я считаю его довольно-таки переоцененным персонажем. И сейчас я предпочитаю Фламти. Что ж, со вступительной частью ролика мы разобрались. Давайте перейдемте к следующей. На самом деле, я вообще хз, что творилось в моей башке в то время. Это была моя первая проба пера, именно поэтому мало чего было прописано нормально. Единственное, что я прописала, так это теорию о том, что внутри Фламти может быть другой, более злой Фламти. Именно так и появился так называемый Гигантрис. А если вернуться к основному сюжету АУ, то я там пыталась делать все более канонично. Именно поэтому мне было довольно-таки трудно с этим справиться. Получилось так, что момент с вылуплением Гигантриса вышел более продуманным, чем остальное. По итогу, увы и ах, эта вариация аушка продержалась у меня совсем недолго. Я решила, что надо делать что-то более оригинальным. Каноничное яйцо Фламти я заменила на хуманизацию, а также вдохновилась вселенной Стивена. Как узнаете. Так мы постепенно перетекаем во вторую вариацию. Вот эта вариация уже жила подольше, но все равно не идеально. Несмотря на все колоссальнейшие планы, я все равно забросила эту идею. А причина этому уж слишком большое количество идей и персонажей. Да и мне уж больно не хотелось разбираться с некоторыми тематиками. Уж извините. Приготовьтесь, сейчас, возможно, навалю кринжа. Потому что именно это АУ основывалось на религиозной тематике. Сюжет начинался с того, что 5000 лет назад жили сестра и брат, так скажем, некие ангелы, которых звали Исрафель и Диана. Именно Исрафель по незнанию и молодости каким-то образом предал своих, и его изгнали на землю. Проторчав довольно длительное время, к нему является некий золотой демон и предлагает сделку. В отчаянии Исрафель, естественно, соглашается. Как вы поняли, этот Исрафель и есть Фламти. И он буквально веками скитался по всему миру, пока не остановился в Нью-Йорке. Тогда я буквально желала прописать уж каждый момент, каждый шаг Фламти и других персонажей, которые участвуют в этом сюжете. Сделать им фишку в виде искажения оригинального облика. И Гигантрис из первой вариации все так же присутствовал. К сожалению, именно такая высокая планка и погубила сюжет. Смотря на сценарий, который я писала тогда, у меня просто взрывается мозг. Хочу добавить, что я тогда придерживалась теории о том, что Голден это демон, и он неким образом управлял Фламти. Ну еще, в этом АУ появился каноничный шип Фламти и игрока, девушки Криденс, у которой вместо рук протезы.
Но это уже совсем другая история. Но после появилась пара получше, за отношения которой я волнуюсь больше, чем за свои. Та история, которую я хочу прямо сейчас поделиться, можно назвать буквально историей настоящей любви. И это даже не кликбейт. Это произошло во время процветания моей второй вариации альтернативной вселенной. Я просто сидела в DeviantArt, который когда-то вела. Листала всякие арты по анафу, чекала новинки, в надежде, что будет какая-нибудь годнота. И просто спустилась по ленте прямиком в 2016 год. И вдруг случилось это. Я застыла, лицезрев этот выразительный взгляд. Эти блондинистые волосы, пухлое телосложение, шикарный костюм на подтяжках. И тогда я поняла, вот она, хуманизация фламти моей мечты. Сразу же я рванула искать другие арты с этим дизайном и узнавать, кто же создал это прекрасное творение. Но наскребав арты с DeviantArt и из Tumblr, я поняла, что мне этого недостаточно, и я хочу еще. Практически 3 года назад я рисовала совсем не идеально, но других вариантов не оставалось. Мне просто нужно было рисовать его самой. Так и началась моя безумная любовь к блондинистому фламти, или же Флойду, как я его назвала. После я узнала еще и про Фиби, которую люблю уже сильнее, чем Флойда. Да, вот так получается. В завершение скажу, что автором хуманизации фламти и персонажа Фиби является Бодж Пай. Она хороший челик. Поддержите ее, пожалуйста. Итак, вдохновение от вселенной Стивена продолжается, и родилось вот это. В этом сюжете уже участвуют мои горячо любимые Фламти и Фиби, но все немножечко по-другому. На самом деле, мне не особо хочется говорить об этом АУ. Почему? Потому что многие подумают, что я просто тупой плагиатор. Но я уже отозвала эту идею, так что все, не волнуйтесь. В этой вариации свой первый дебют совершил такой персонаж, как Эдгар, который, в свою очередь, является биологическим сыном Фламти и Фиби. А также я вернула каноническую версию Фламти в виде яйца. Что по сюжету этой вариации, то, думаю, вы поймете, почему я боюсь об этом рассказывать. Около 100 миллионов лет назад жило 4 бога. Самый старший – отец семейства, бог разрушения Нергал, его жена – богиня созидания Афродита, и их сыновья – старший Голден и младшенький Фламти. Это типа некая тонкая аллюзия к алмазам. И получается то, что в этой ситуации розовый алмаз – это Фламти. Он тоже устраивает бунт, сбегает на землю, знакомится со смертными, но при этом, имея социопатические наклонности, не знает, как вообще правильно знакомиться и так далее. Потом он встречает одну из смертных, точнее Фиби, у них там всякие шуры-муры, а когда у них настает тот самый момент и спустя какое-то время совсем скоро родится ребенок, Фламти кто-то убивает. По итогу Эдгару приходится думать, гадать, кто его батя и что он вообще делает в этой жизни. И оказывается, что дух бати внутри его тела, из-за чего у него тоже есть способности, как и у него. Фух. Несмотря на то, что отличия все-таки есть, я скажу, что я правильно поступила, что решила отменить этот вариант. Что ж, а теперь перейдем к свежему варианту. Аллилуйя! Спустя 3 года страданий я наконец-то добилась того, что хотела. И он мой, конечно же, самый любимый. Но я вас разочарую. Я не смогу рассказать все полностью. Ведь это не просто какая-то аушка для себя, а довольно большой проект, который мне бы очень хотелось воплотить. Из-за чего я не очень хочу, чтобы кто-то ловил спойлеры. Но я могу рассказать кратенько о том, что я вообще планирую сделать. Переосмысление или же переосмысление «Последний игрок» — это будет игра в жанре визуальной новеллы.
Некий психологический хоррор, если быть точнее. ГГшка Фиби – обычный ментально подавленный человек из-за прошлых жизненных обстоятельств. Она просто мечтает съехать из своего Жопомирска Нью-Йорка, надеясь избавиться от всех проблем. Но внезапно все ее планы срываются. Ей приходится столкнуться лицом к лицу с тем самым существом, которого в этом городке считали легендой. Вот я вам и рассказала примерное описание новеллы, максимально кратко и без лишних спойлеров. Но если вас заинтересовал мой проект, и вы хотите узнать больше о нем, или даже поучаствовать в его разработке, то милости прошу в свой телеграм-канал, группу ВКонтакте, а также в Твиттер. Ссылочки будут в описании. А на этом мне пора заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а также оставьте комментарий. Просто дайте мне понять, что я снимала это не зря. Всех обнимаю, всем пока.